Шокирующее открытие, которое изменит историю. В разных уголках мира находят доказательства, ставящие под сомнение официальную версию эволюции. Правда, которую стараются скрыть. В безмолвии жаркой пустыни. Невады, где время словно застыло, археологи наткнулись на останки, способные перевернуть все наше представление о древних людях. Здесь, среди выжженной солнцем земли, обнаружен гигантский скелет, чьи кости оказались примерно на 25% массивнее современных человеческих. Каждая найденная кость будто кричит о могуществе и неведомой силе древних предков, оставивших свой след на этой земле. Исследователи, применяя передовые технологии, внимательно изучали каждый изгиб и каждую трещину, фиксируя данные, способные поставить под сомнение давно устоявшиеся теории эволюции человека. Измерения показали, что эти останки принадлежат человеку, чей рост и пропорции превосходили все, что мы видели до сих пор. В условиях сурового климата пустыни, где каждое зернышко песка хранит память тысячелетий, найденный скелет свидетельствует о том, что древние люди обладали не только удивительной высотой, но и физической силой, позволяющей переносить огромные нагрузки. Внимательное изучение структуры костей выявило прочность, которой не может похвастаться ни один современный организм. Это открытие словно оживляет мифы и легенды, возвращая к жизни образы исполинов, о которых ранее можно было услышать лишь в древних сказаниях. Данные исследования вызывают не только научное любопытство, но и глубокое эмоциональное потрясение. Каждая деталь, каждый изгиб найденных костей пробуждает в нас вопросы о том, каким было прошлое человечество и каким образом природа создавала такие невероятные физические возможности. Ученые продолжают анализировать находку, и уже сейчас ясно, эта древняя загадка способна дать ключ к пониманию того, как менялась человеческая физиология на протяжении тысячелетий. Эти останки не просто материальные доказательства, они становятся мостом между мифом и реальностью, открывая перед нами неизведанные страницы древней истории, где каждая кость — это послание от времени, зовущего нас в мир забытых тайн и удивительных открытий. В пылающем сердце Саудовской Аравии, где безмолвные дюны песка хранят множество секретов, археологи совершили открытие, способное заставить пересмотреть привычные нормы. Под палящим солнцем среди древних следов были обнаружены останки, каждая кость которых свидетельствует о существовании людей, чья физическая мощь была почти в 2 раза превышающей современные показатели. Эти фрагменты скелета, столь массивные и необычайные по своим пропорциям, будто переносят нас в мир, где величие и сила сочетались в каждом движении. Современные методы исследования позволили ученым установить, что структура найденных костей свидетельствует о том, что древние люди обладали не только гипертрофированными размерами, но и уникальной прочностью, позволяющей им справляться с огромными нагрузками. Анализ показал, что кости этих древних обитателей пустыни были настолько массивными, что могли выдержать нагрузки, о которых нам сегодня даже не снилось. Такая физическая подготовка, вероятно, была необходима для жизни в экстремальных условиях, где каждое испытание природы закаливало тело и дух. Эти находки пробуждают бурю эмоций и вопросов. Каким образом природа смогла подарить этим людям такую необыкновенную силу? Возможно, именно благодаря этим уникальным физическим данным древние народы умели возводить монументальные сооружения и творить чудеса, которые до сих пор остаются загадкой для современной науки. Каждый найденный фрагмент костей — это новая нить в огромном ковре древних тайн, которую ученые стараются распутать, используя все достижения современной науки. Саудовская пустыня, казалось бы, безжизненная и бесплодная, обернулась настоящей сокровищницей древних артефактов. Здесь, среди бескрайних песков, каждый найденный элемент словно шепчет о былом величии, приглашая нас окунуться в мир, где грандиозные мифы и неоспоримые факты переплетаются в единое целое. Эти останки заставляют нас взглянуть на историю под новым углом и поверить в то, что прошлое хранит еще немало чудес, способных изменить наше представление о том, каким мог быть человек в древние времена. В сердце загадочной Индии, где древние легенды переплетаются с нераскрытыми тайнами, под строгим военным контролем специалисты обнаружили фрагменты скелета, способные бросить вызов привычным догмам об эволюции человека. Исследователи с трепетом и вниманием к каждой детали извлекали эти останки из-под плотного слоя земли, будто прикасаясь к самому источнику забытой истории. Анализ показал, что размеры найденных фрагментов указывают на то, что высота обладателя могла достигать примерно 10 футов, величина, которая буквально ошеломляет. Каждая кость, каждый изгиб рассказывали о мощи и неведомых силах древнего организма, оставшегося в пылу веков. Ученые фиксировали мельчайшие особенности структуры костей, прочность, нехарактерную для современных людей, и уникальные пропорции, свидетельствующие о физической мощи, недоступной современному человеку. Эти данные вызывают живой интерес и побуждают задуматься о том, какие условия могли способствовать такому развитию. Возможно, экстремальные климатические и экологические факторы древней Индии создавали благоприятную среду для формирования
формирования тел с необычайными физическими данными, что, в свою очередь, позволяло их обладателям выполнять задачи, о которых мы сегодня можем только догадываться. При изучении фрагментов специалисты отмечают атмосферу почти мистического величия. Каждый найденный элемент словно несет в себе послание из иного мира. В этой находке чувствуется не только научная ценность, но и некая символика, которая объединяет древние предания с материальными доказательствами. Такие открытия заставляют переосмыслить традиционные представления о человеческой эволюции и пробуждают вопросы: могли ли древние цивилизации обладать знаниями и физическими данными, которые сегодня кажутся почти фантастическими? Ответы пока скрыты под пеленой времени, но каждый новый анализ приближает нас к разгадке этой древней тайны. Эта находка становится настоящим мостом между мифом и реальностью, пробуждая в нас трепет перед необъяснимым и величественным прошлым. Останки, извлеченные из недр Земли, напоминают о том, что история человечества полна загадок, способных изменить наше восприятие самого себя и мира вокруг. На холодных и суровых скалах Кольского полуострова, где вечные снега и лед придают природе первозданную строгость, ученые обнаружили отпечаток, который поражает своей загадочностью и масштабом. Этот след, зафиксированный на массивном камне, имеет длину около 7 футов, и его четкие очертания будто свидетельствуют о присутствии существа, чья физическая мощь превосходит все известное современному человеку. Каждая линия и каждое углубление этого отпечатка пронизаны таинственной энергией, оставленной древним обитателем, чье присутствие может стать ключом к разгадке легенд о гигантах. Исследователи, наблюдая за формой и деталями следа, пришли к выводу, что его структура не могла быть создана случайными природными процессами. Гладкие линии и глубокие вмятины, аккуратно повторяющие очертания человеческой стопы, вызывают ощущение, что перед нами послание из далекого прошлого, свидетельство существования исполинов, о которых пели древние предания. Такая находка пробуждает в сознании образы древних мифов, где граница между человеком и мифическим существом стирается, а реальность наполняется мистическим смыслом. Ученые тщательно изучают материал скалы, пытаясь определить, какие силы могли оставить такой отпечаток, и приходят к выводу, что это не просто игра природы. Каждая деталь от глубины вмятин до точности контуров говорит о том, что след был создан живым существом, чья физическая сила была настолько велика, что даже камень отозвался на ее воздействие. В этом отпечатке, словно зашифрованное послание, заключена история древних времен, когда природа и миф сливались в единое целое, создавая образы, способные вызывать глубокое восхищение и трепет. Эта находка на Кольском полуострове становится не просто доказательством, а символом необъяснимой силы древности. Каждый изученный изгиб и каждая линия следа пробуждают вопросы о том, кто был этот древний обитатель и какие тайны он оставил нам в наследство. Открытие служит напоминанием о том, что прошлое, полное загадок и чудес, способных перевернуть наше представление о мире, если только мы сможем расшифровать их послания, оставленные на веках. На старинной ферме в штате Нью-Йорк была сделана находка, которая до сих пор вызывает бурю эмоций у специалистов и любителей древних тайн. Здесь, среди старых амбаров и заброшенных хозяйственных построек, был обнаружен загадочный скелет, получивший название Кардивский гигант. Доказательства указывают на то, что этот древний обитатель мог достигать величины, сравнимой с 10 футами, что по современным меркам кажется почти мифическим. Ученые, изучая каждую найденную кость, были поражены ее массивностью и прочностью. Структура скелета отличается от привычных нам образцов. Каждая деталь, от длинных бедренных костей до тщательно очерченных суставов, свидетельствует о том, что этот человек обладал физическими характеристиками, далекими от обычных. Анализ показал, что кости этого гиганта не только существенно больше, но и имеют особую форму, позволяющую выдерживать колоссальные нагрузки. Специалисты фиксируют, что каждое измерение соответствует данным, подтверждающим гипотезу о том, что древние люди могли обладать уникальными способностями, недоступными современному организму. В условиях сурового климата и сложной экологической обстановки эти люди, вероятно, развивали физическую мощь, которая помогала им преодолевать все жизненные трудности. Доказательства, полученные с применением современных технологий, не оставляют сомнений. Найденный скелет — это не просто аномалия, а реальный свидетель древнего этапа человеческой эволюции, когда границы возможного казались совсем иными. Каждый фрагмент кости кардивского великана словно шепчет нам о прошлом, где мифы и реальность переплетались в единое целое. Эти данные вызывают бурю вопросов и желание проникнуть глубже в тайны древности. Возможно, эта находка лишь верхушка айсберга, который способен перевернуть наши представления о том, каким мог быть человек в древние времена. История этого гиганта продолжает жить в документах, оставленных археологами, и напоминает нам о том, что время скрывает еще немало загадок, способных вдохновить нас на поиски и открытия.
Исследования пропорций и структуры костей древних людей раскрывают перед нами удивительный мир, где биологические законы могут принимать совершенно иные формы. Ученые, внимая каждому изгибу и линии найденных костей, пришли к выводу, что строение этих останков кардинально отличается от современных человеческих стандартов. Кости древних обитателей не просто больше, они массивнее, а суставы и связки обладают невероятной прочностью, словно созданными для того, чтобы выдерживать невообразимые нагрузки. При детальном анализе специалисты обнаружили, что каждая кость словно выверена до мелочей, что позволяет предположить наличие уникальных адаптаций. Эта структурная особенность, по мнению исследователей, могла быть результатом экстремальных условий жизни, когда древние народы сталкивались с жестокими климатическими изменениями и природными катаклизмами. Возможно, именно в таких условиях природа даровала им физические возможности, которые кажутся нам почти фантастическими. Каждый найденный фрагмент, будь то массивный бедренный отрезок или тщательно очерченный сустав, свидетельствует о том, что древние люди обладали силой, способной творить чудеса. Ученые отмечают, что подобные пропорции встречаются крайне редко и не имеют аналогов в современной популяции. Эти данные вызывают не только научное удивление, но и глубокий трепет перед лицом величественной загадки древности. Ведь в каждой кости заключена история о том, как люди приспосабливались к суровым условиям, развивали физические качества и, возможно, обладали способностями, о которых мы можем лишь догадываться. Детальное изучение таких останков открывает перед нами дверь в прошлое, где мифы о гигантах оживают на страницах археологических открытий. Эта находка не только расширяет наши знания о физическом облике древних людей, но и заставляет задуматься о том, какие еще тайны хранит Земля. В каждом измерении, в каждой линии этих костей скрыта история, способная пробудить в нас желание разгадать загадки, унаследованные от древних предков, и поверить, что наше понимание человеческой природы все еще далеко от полной картины. Среди древних рукописей И высеченных в камне письмен, среди пожелтевших страниц священных текстов встречаются упоминания о людях, чей рост и сила превосходили границы возможного. От египетских фресок до шумерских табличек в разных уголках мира археологи находят следы существ, чьи размеры бросают вызов привычному пониманию эволюции. древние летописцы не просто создавали мифы, они фиксировали то, что видели своими глазами. В библейских писаниях говорится о нефилимах, гигантах, рожденных от союза смертных женщин и небесных существ. В шумерских мифах встречаются упоминания о великих царях, чей рост достигал невероятных размеров. В индийском эпосе Махабхарата описываются битвы с существами, чья сила и ловкость поражают даже современных исследователей. Эти тексты объединяет одно – идея о том, что когда-то на Земле жили люди, размеры и возможности которых выходили за пределы привычного. Однако существуют и материальные доказательства – мегалитические сооружения, вес каменных блоков которых исчисляется сотнями тонн, высеченные в скалах лестницы, слишком большие для обычного человека. Возможно, древние строители действительно были не такими, как мы. Современные ученые сталкиваются с вопросом, на который пока нет ответа. Если гиганты — это всего лишь миф, то почему так много культур, никогда не пересекавшихся между собой, описывают их одинаково? История, высеченная в камне, продолжает бросать вызов науке. Новые археологические находки дают основания полагать, что древние тексты могут быть не просто мифами, а свидетельствами эпох, когда человек был совсем иным существом. Возможно, камень хранит правду, которую еще предстоит раскрыть. В забытых уголках мира, в местах, куда не ступает нога современного человека, живут старые легенды, передающиеся из поколения в поколение. В джунглях Южной Америки, в пустынях Ближнего Востока, в тайге Сибири местные жители рассказывают истории о великанах, которые некогда правили этими землями. Они не просто мифы, это живое наследие, звучащее в голосах потомков тех, кто видел невероятное. В одной из горных деревень Пакистана старожилы утверждают, что их предки прятались в пещерах от красноволосых великанов, обладавших огромной силой. В африканских племенах до сих пор сохранились предания о древних богах, спустившихся с небес, чьи размеры превосходили все разумные пределы. На Аляске коренные народы передают истории о том, как исполины охотились на мамонтов, используя их как добычу, а затем бесследно исчезли. Такие легенды могли бы считаться просто фантазией, если бы не археологические находки, подтверждающие слова местных жителей. На всех континентах находят огромные следы, застывшие в камне, массивные кости, которые не принадлежат ни одному известному виду людей. В некоторых случаях раскопки проводятся под грифом секретности, а найденные останки исчезают из научных отчетов, оставляя только воспоминания тех, кто их видел. Голоса прошлого звучат по-разному – в мифах, в песнях, в сказаниях,
но их суть остается неизменной. Они рассказывают о мире, который был совсем иным, о людях, чьи возможности поражают воображение. Возможно, мы забыли их, но память о них жива в историях, передаваемых веками. И, возможно, где-то среди скрытых руин древних цивилизаций мы найдем доказательства того, что эти истории не просто легенды. На рубеже современных технологий и древних тайн, в недрах археологических исследований, ученые все чаще натыкаются на открытия, которые словно вырывают нас из привычного мира и переносят в эпоху, где физическая мощь и умение возводить монументальные сооружения казались сверхъестественными. Недавние раскопки в различных уголках мира дали повод пересмотреть наши представления о возможностях древних цивилизаций. Данные свидетельствуют о том, что те, кто строил гигантские каменные конструкции, обладали физическими характеристиками, недоступными современному человеку. Масштабные каменные блоки, вес которых исчисляется в сотнях фунтов, возводились без применения техники, а их точность и выверенность оставляют неравнодушным даже самого искушенного исследователя. Ученые отмечают, что структура костей, найденных на древних стройках, обладает уникальными адаптациями. Они не просто больше, но и невероятно прочнее, способные выдерживать огромные нагрузки. Такие особенности, вероятно, позволяли древним людям не только переносить тяжести, но и выполнять работы, требующие исключительной физической силы. Современные методы анализа, включающие компьютерное моделирование и микроструктурный анализ, дают основания предполагать, что физическая подготовка древних обитателей была результатом естественной адаптации к суровым условиям окружающей среды. Эти данные вызывают глубокий трепет и подталкивают нас к мысли, что древние народы, возможно, обладали не только выдающейся силой, но и неведомыми нам технологическими знаниями, позволяющими возводить архитектурные шедевры. В каждом найденном фрагменте камня, в каждой линии древней кости читается послание времени, заставляющее нас задуматься о том, какие тайны скрывает наша планета. Эти исследования словно открывают нам дверь в иной мир, где грандиозные идеи и физическая мощь шли рука об руку. Мы начинаем понимать, что истории, ранее считавшиеся мифами, могут оказаться отражением реальных фактов, а древние цивилизации — носителями уникальных знаний и способностей. Каждый новый анализ становится ключом к разгадке загадок, которые веками оставались нераскрытыми, и вдохновляет на поиски ответов, способных перевернуть наше понимание человеческой эволюции. По мере того, как современные археологи продолжают с трепетом изучать забытые уголки древних цивилизаций, перед нами открывается все более многогранная картина прошлого, полная загадок и удивительных открытий. Результаты раскопок в различных регионах мира демонстрируют, что традиционные представления о человеческой эволюции могут быть неполными. Факты, собранные с помощью новейших технологий, говорят о том, что древние люди обладали физической мощью, позволяющей им преодолевать кажущиеся непреодолимыми строительные вызовы. Структурный анализ останков выявляет, что кости этих людей имели особые механические свойства, что указывает на наличие адаптаций, которые сегодня кажутся почти сверхчеловеческими. Эти данные, подкрепленные археологическими находками, служат мостом между мифами древности и современной наукой. Истории, передаваемые из уст в уста, древние легенды и священные тексты теперь приобретают новое значение в свете обнаруженных артефактов. Мы наблюдаем, как наука постепенно стирает грань между воображаемыми образами гигантов и реальными свидетельствами их существования. Каждый найденный фрагмент, будь то массивная кость, отпечаток, запечатлевший силу древнего шага или элементы древних построек, становится новым доказательством того, что наше прошлое было богаче и удивительнее, чем можно было себе представить. Это открытие не только расширяет горизонты археологических исследований, но и заставляет нас глубже задуматься о природе человеческого развития. Возможно, древние народы обладали неведомыми нам знаниями, позволяющими им создавать архитектурные чудеса, которые до сих пор вызывают восхищение. Эти исследования побуждают нас искать ответы на вопросы, которые веками оставались без внимания, и вновь открыть для себя мир, где грандиозные мифы и неоспоримые факты сливаются в единое целое. Так продолжается наше путешествие в глубины времени, где каждая находка — это шаг навстречу пониманию тайн, сокрытых в недрах истории человечества.